Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку. Тема сегодняшнего расклада. Какой тебя видят женщины и как это использовать себе во благо. Расклад будет сделан по специальной схеме, состоящей из вопросов, которые будут озвучены сразу же после вашей сигнификации. И в конце видео будет совет психолога. Надеюсь, это будет интересно, полезно. Пожалуйста, досмотрите до конца. Мы можем обмануть мужчин, но обмануть женщину практически невозможно. Другие женщины видят все. От степени твоей уверенности в себе и до того, насколько искренна твоя улыбка. Для одних ты икона стиля и пример для подражания, а для других вызов, который заставляет их чувствовать себя неуютно. Знание того, как тебя воспринимает женский мир, дает тебе огромную власть. Ты можешь гасить конфликты до их начала или создавать союзы, которые принесут тебе успех. Итак, ваша сигнификация. Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Ух ты! Игра в шахматы, убеждения, зона комфорта. О чем это? Угу. Стратегия. Угу. Ну, первое, что приходит мне в голову, это женщина, которая сейчас подумывает, как изменить свою жизнь. При этом какие-то варианты вы взвешиваете. При этом так интересно, у вас есть убеждения по поводу... Ну, тут зона комфорта, да? Вы взвешиваете, насколько вам комфортно в вашем нынешнем состоянии, да, или же в принципе, вот что для вас эта зона комфорта, насколько вы готовы с чем-то распрощаться ради того, чтобы, может быть, идти дальше, может быть, там новые какие-то проекты начинать, ради того, чтобы, в принципе, улучшить свою жизнь, насколько вы готовы сейчас, может быть, ну, временно, да, распрощаться с так называемой этой зоной комфорта, с тем, что у вас уже есть сейчас. Незыблемо, ну, относительно незыблемо, да. Так. Опять-таки, такие интересные карты говорят о том, что тут вот еще стратегия. Тут женщина, которая со всех сторон как будто бы сейчас обдумывает, взвешивает, пытается, знаете, какие-то нюансы учесть, которые, может быть, вообще-то вы сильно не сможете учесть, так как вы не совсем, может быть, ситуацию знаете. Угу. Так, сейчас. Ну, характеристика на вас, карта змея. В данном случае я буду считывать это умная, мудрая, с опытом женщина, ну, привлекательная, сексуальная. Женщина, которая... Мне так идет. Если вам интересен какой-то мужчина, вау, вы можете все свои чары пустить. И большая вероятность того, что мужчина не устоит, да? Так, ну, сейчас я уточню, о чем это тут карта спичка. Это ваша сила. Ух ты. Такие карты интересные. Ну, давайте так. Так подряд, если это прочесть, то, скорее всего, вы сейчас не склонны заводить какие-то там, знаете, такие, не то что романтические, а такие какие-то союзы, входить в отношения, исключительно руководствуясь сексуальной какой-то привязанностью, тягой, то есть в омут с головой и поддаваться всем страстям. Нет, это сейчас не ваш выбор, вообще не ваш выбор. Вы больше за стабильность, вы больше за... Тут сила, вы больше за ощущение, когда вы контролируете процесс. Вы, думаю, не против там любви, привязанности, но при этом вы не хотите отдавать управление собственной судьбой в чужие руки. Вот тут как-то так. Вы хотите себя где-то даже обезопасить. Вообще, еще раз вышла карта сила тут на вас. Женщина, которая может приручить любого льва.
женской мягкостью, харизмой, сексуальностью, мудростью сюда же, да. Так, то есть, в принципе, как вам сказать, вы сейчас не настроены на вот эти какие-то легкие варианты, где-то потешить свое эго, просто там, я имею в виду, яркие сексуальные истории, как будто бы нет, это не совсем ваше. Хотя, может быть, и замечаете там какие-то взгляды такие мужские, но при этом, на самом деле, оно вас как будто бы не колышет, не тревожит, да, может быть. Ну, ангел и демон, и карта метла сплетни. Вы понимаете, что не проблема войти в какую-то такую историю, да, проиграть приключение какое-то эротическое, да, но потом на пятую точку можно приобрести много проблем, в том числе и сплетни. Ну, опять-таки, если это на работе какая-то история, да, там, то тоже вы говорите, нафиг оно мне надо потом разбираться с этими последствиями. Последствия, они намного больше у вас сейчас в голове, чем удовольствие от самого приключения. Ну, почему-то мне так идет, вот как-то так. Хотя вы достаточно тут привлекательные, манки, вы даже можете тут как-то с юмором относиться к тому, что мужчины тут на вас обращают внимание, но скорее у вас сейчас совершенно, наверное, другие какие-то тут проблемы. И не проблемы, а задачи. Ну да, вы говорите, я достаточно ценна, и я это уже осознала. Я не хочу где-то распыляться в принципе, на взаимоотношения, на людей, с которыми я понимаю уже сейчас, ну, не то, что там ничего хорошего не получится, да, по факту, а намного больше проблем они в мою жизнь принесут. Намного больше потом вопросов я буду задавать к самой себе. Зачем? То женщина, которая уже осознала эту собственную ценность, и она, повторюсь, не готова распыляться, не готова, может быть, давать шансы непонятным личностям. И это не обязательно касается взаимоотношений мужчины и женщины. Это, в принципе, вы понимаете, зачем. Зачем терять свою энергию, тратить, можно сказать, на людей, которые, 100% токсичные, 100% проблемные. Нет. Тут урок уже прошла женщина по карте карма и ценность. Такая ваша сигнификация у меня. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, какой тебя видят женщины, как это использовать себе во благо, да? Первое у нас смотрим твой статус в женском поле. Кто ты для них на уровне первого впечатления? Лидер, конкурент, вдохновение или какая-то непонятная фигура. Так, следующее у нас. Какую твою черту они считывают быстрее всего? Уверенность, холод, мягкость, независимость. Следующее. Что именно в тебе запускает это сравнение? Зависть или уважение? Следующее. Как женщины начинают себя вести рядом с тобой? Поддержка, дистанция, копирование, конкуренция. И давайте посмотрим еще, какую пользу ты можешь извлечь из этого всего. Связи, влияние, рост статуса. Какую ты можешь из этого извлечь пользу? Итак, мы первое смотрим. Твой статус в женском поле. Кто ты для них на уровне первого впечатления? Лидер, конкурент, вдохновение или непонятная фигура? Ну вот сразу вышла, девочки, что вышло, то вышло. Сразу показана белая ворона. Не такая, как все, не похожа ни для кого. Ух ты! А дальше идет карта сила. Но вы в этой индивидуальности яркой, вы настолько органичны,
вы настолько самодостаточны, что тут даже никаких нет вопросов, мне кажется, по поводу того, что там подшутить над вами. Нет, тут вас воспринимают такая, какая вы есть. При этом, смотрите, как интересно, на уровне первого впечатления. Очень необычная, самобытная, самодостаточная, карта сила. Вряд ли тут будут посягать на, знаете, на то, чтобы там вы еще доказали, почему вот вы так вот себя ведете, или почему у вас такие убеждения. Нет, скорее всего, будут воспринимать так, как есть. Принимать, да, если даже, ну потом посмотрим, даже если не совсем это, а это, по-моему, для многих непонятно, то, может, будет шушукаться, но напрямую вряд ли вас будут тут задалбывать какими-то вопросами. Так, ракушка. Смотрите, сразу у меня выходит женщина, которая довольно-таки сильная, но вы не стремитесь ни на кого тут особо впечатление, знаете, какое такое производить. И по этой карте это отчасти карта, я считываю, тут и как ракушка, она как и отшельник, знаете, женщина, которая, скорее всего, не будет сближаться, не будет сама искать, ну, как-то точки соприкосновения даже. Нет, точки соприкосновения, может, и будете искать, но сама проявлять инициативу, особо там навязываться в подруге. Нет, нет, нет. Тут вы такая спокойная, самодостаточная, при этом тут какая-то есть такая, знаете, у вас черта, тут карта Луна, ракушка, холод. Если вам, может быть, становится или неуютно в коллективе, да, или, ну, не обязательно там в коллективе, в принципе, да, в общении с женщиной, то вы скорее отстранитесь, чем вы будете навязываться. Вот так вот. Многие вас не понимают по карте Луна. Ну, тут. Но, знаете, вас еще могут, кстати, воспринимают, так как как-то вот тут Луна и холод, скорее даже побаиваются вас, я вам хочу сказать. Угу. Может, у вас острый язычок какой-то, может быть, слишком много непонятного. Они, ну вот вас так считывают, она непонятна для меня. При этом карта сила, понимаете, они видят объективно, тут сила еще такая своеобразная, видите, тут мифическое создание, прекрасная девушка, и она наклоняется над ростком, да, вот эту силу свою прикладывает, и растет это деревце. То есть вы свою силу применяете для созидания. Может быть, ну, какие-то, я не знаю, ну, тут как будто она очень странная, но она несет позитив. Такое ощущение, как будто бы она светлый человек, но она для меня непонятна, да. Отчасти я тут буду считывать, что даже, скорее всего, если к вам набиваются прям в подруги активно, то вы отдаляетесь, и можете даже как-то так, да, давай встретимся, да, созвонимся, но при этом сами не перезваниваете. Так интересно, какая-то такая сигнификация. То есть вы стопроцентный лидер, но лидер, для которого не нужна публика. Угу. Самодостаточная. Сама по себе. Ну и непонятная фигура девочки тут, да. И побаиваются вас даже. Вот лишний раз, может быть, там задевать, лишний раз там что-то провокационные какие-то вопросы задавать. Так как не знают вообще, как вы отреагируете. Следующее давайте. Какую твою черту не считывают быстрее всего? Уверенность, холод, мягкость, независимость. Ух ты. Буду все озвучивать, да? Бог ты мой, какие карты. Ну, давайте так. Аж мурашки стали бегать, да, и волос дыбом стал на затылке. Какую твою черту не считывают быстрее всего? Уверенность, холод, мягкость, независимость. Но они видят вас, что у вас свой путь, своя дорога. Вы идете этой дорогой, при этом такое ощущение, как будто бы, если не пытаются даже
вопросы какие-то там, ну, их интересующие вам задавать, вы можете как-то так ответить, что у них после этого вашего ответа больше вопросов в голове, чем ответов. Ну, вот что-то не так. Но это какая, я вообще-то хотела сказать сейчас, какая черта считывают быстрее всего. Уверенность в себе, но при этом они могут это оценивать, я не знаю, девочки, тут карты такие, поддержка, токсичный яд, безумие, кольцо и дьявол. Давайте так, не могут вас некоторые считывать женщина, которая, ну если тут в союзе у вас есть мужчина, я даже не знаю, как это прочесть. Смотрите, может быть, на первый взгляд вас оценивают и думают, эта женщина в своей жизни, если она что-то захочет, она сделает так это все, что, допустим, тот человек, которого она будет даже, ну, по их меркам использовать, он будет счастлив быть рядом с такой женщиной. Это может касаться союза вашего. Угу. Ну, кто-то может тут так думать, что вы тут, ну, дьявольски хитрый, изворотливый, умеете манипулировать, при этом вы добиваетесь, ну, того, там, каких-то целей. У вас они есть, эти цели, вот вы их добиваетесь, при этом как-то так вот не напрямую, не ультиматумами, а вот все равно получается так, как вы этого хотите. Ну, уверенность, я это уже сказала. Надо доложить. Тяжело. Так. Независимость 100%. Независимость даже они считают, что вам по барабану. Будет общественное мнение против них, против вас настроено или нет. Тут как-то так вот, как будто бы для вас это норма, не соответствовать чьим-то стандартам. Так, о чем это? Карта крысы, карта солнца. Опять дьявол. Да что же это такое? О чем это? Фух, такие карты, девочки, прям. Ну, как вас считывают? Знаете, мне все равно идет такое, как будто бы, ну, женщина, которая намного больше знает, чем говорит. Женщина, которой тут опыт великолепный. И если, ну, где-то, может быть, даже перейти вам дорогу, то вообще непонятно, как это скажется на том человеке, который перейдет вам дорогу. Тут такое, как-то, знаете, я даже поддержка высших сил, да, это вот идет сразу. В принципе, вас считывают, может быть, кто-то считает вас удачливой, кто-то считает вас даже, знаете, как будто бы уже не знает, вот просто как дьявол несколько раз вышел, карта сущность. Я не удивлюсь, если вы из тех женщин, которые, если тут против вас какие-то в свое время были манипуляции или тут вообще какие-то проявления, ну, такие токсичненькие, некорректные, да, то даже не, может, вы не вы сами там что-то кому-то пожелали, а вот за вас как прилетает этим людям. Они потом лишний раз, может быть, думают, блин, нафига я с ней связалась. Может быть, как череда неприятностей у этих людей начинается. Вот я понимаю, что в первое вот это восприятие, вот эту черту как-то, наверное, трудно считать, но вот в общем какое-то такое вот складывается. Вы слишком... Тут непростая женщина. Тут женщина какая-то, знаете, которая говорит, может быть, одно, но она нам... Не то, что она нам подразумевает другое. Нет, совершенно другое. Тут она знает намного больше, чем говорит. Вот так вот. Как-то так.
соблазнительная, женщина, которая умеет влиять, в принципе, на людей. Ну, тут уверенность, независимость. Пу-пу-пу-пу-пу. И опять-таки для многих вы как-то так вот непонятны. Непонятны. Непонятны, но у них есть четкое понимание того, что вы то идете своей дорогой, у вас есть видение своего пути. Другое дело, что вы не хотите, не собираетесь и не считаете нужным делиться этим видением собственного пути с ними. Так, следующее. Что именно в тебе запускает сравнение? Зависть или уважение? Преграда, убеждение, игра, письмо, равнодушие. Но тут основное, смотрите, как будто бы вы, они считывают, что вы на самом деле абсолютно равнодушны к какому-то впечатлению, которое вы, может быть, там, можете оказать или нет, или произвести, да, это впечатление. Ну, женщина самодостаточная, и, может быть, уже вы прожили, уже выросли вы из тех моментов, когда вам хотелось произвести на всех хорошее впечатление, быть той самой хорошей девочкой, заслужить одобрение. Вполне возможно, сейчас женщина идет даже от обратного. Все, мне комфортно вот так вот. Вот я так себя и веду. Не хочу я думать о том, кто как меня оценивает, зачем оно мне нужно. Важно для меня, может быть, мнение там какого-то очень маленького круга людей, да, там, может, несколько человек, для меня это важно. Остальное, ну зачем, я такая, какая есть, я не прошу себя любить. Вот тут вот такое вот, знаете, идет. И плюс зависть, уважение. Ну тут уважение к вам. Уважение и тут, смотрите, карта преграда, убеждение, игра. То есть это говорит о том, что у вас есть вот это еще раз, как самодостаточность, это считывают. То есть любые преграды, они вас, ну, может быть, пугают, понятно, какие-то преграды разные бывают, но у вас есть свои убеждения, вы не поддаетесь, как мягкая глина, да, там, вами трудно манипулировать. У вас есть свое, опять-таки, видение, ну, любой ситуации. Вы можете там где-то для вида, для проформы там согласиться с чем-то, но поступать вы будете так, как вы считаете нужным. Вот тут тоже это все есть. То есть тут уважение есть, тут 100% уважения есть. И еще, я повторюсь, трудно вами манипулировать, потому что вы транслируете, что, да мне, честно говоря, ваше мнение обо мне как-то по барабану. Я знаю сама себе цену. Мне не надо там какие-то баллы завоевывать, да, в ваших глазах. Самое главное, как я сама себя оцениваю. Так, и как женщины начинают вести себя рядом с тобой? Поддержка, дистанция, копирование, конкуренция. Не поддержка точно. Тут могут вам, знаете, как-то предлагать какие-то варианты союза, типа, чем они могут быть для вас полезны, чем вы можете быть полезны, да. При этом вас считывают как женщины, на самом деле, которые
может принести удачу, которая вряд ли будет долго находиться на какой-то стороне, которая, ну, есть сторона выигрывающих и проигрывающих, да, условно разделим. Так вот, вас считают женщиной, которая всегда оказывается на стороне, где все идет прекрасно, рано или поздно, да, ну вот госпожа удача. Как-то так, тут в принципе хотят быть рядом с вами люди. Но тут не поддержка. Тут может быть отчасти копирование, но, знаете, такое у меня ощущение, как будто бы в чем-то пытается вас кто-то скопировать, но они терпят неудачу, карта печаль. Они получают и не совсем то, что получаете вы, и их результат в любом случае не устраивает. Вот как-то так, я не знаю. Тут карта соблазн еще. И шут. Ну, возможно, конкуренция, но давайте посмотрим. Что-то тут мне не совсем понятно. Поддержка. Да нет, поддержка, вот именно поддержка женская не особо я вижу, честно говоря. Как будто бы вот пытается с вами как-то по карте стратегия продумать, как с вами быть, может быть, как вас вот даже на свою сторону привлечь, да? Вот вас считают очень значимым ресурсом, давайте так. Женщина, которая ценная, вот так вот. Они хотели бы, чтобы вы были, допустим, в команде, они хотели бы там женщины, дабы вы были на их стороне. Но это все делается из позиции, я вам хочу сказать, они до конца вас не понимают, вы отчасти идете как белая ворона, там, ну, как инородное тело даже, но при этом люди заинтересованы в том, чтобы с вами сотрудничать. Вот так, наверное, пытаются они ценить вас за какие-то конкретные там вложения ваши достоинства, там, не знаю, опять-таки, если сотрудничество с вами тут для них выгодно, тут 100% будут за вас бороться даже. Но тут какая-то такая поддержка, она своеобразная. Как будто бы есть общие какие-то цели, планы, вас будут поддерживать. Но насколько это искренне, ну, насколько это может все поддержка закончиться, когда не будет этих общих целей и планов, тут большой вопрос, я вам хочу сказать. Так, копирование. Ну, не совсем получается копировать. У них периодически что-то такое бывает, но потом сразу же они понимают, что вообще другая. Как-то копировать вас, это, знаете, 100% получаешь результат какой-то вообще не тот, на который они там придумывали, увидели себе. То есть даже увлечение, допустим, тем же, чем вы увлекаетесь, ну, у них будет плачевный результат там. Или даже там, ну, понравилась какая-то там, не знаю, обновку вы себе купили, да, одежку какую-то, и вы в этом выглядите, ну, классно, интересно. Они купили что-то такое похожее, они в этом могут выглядеть абсолютно нелепо. И оно им вообще, по факту они купили это, и оно им вообще радости потом не приносит. Ну, я пример привела. Конкуренция. Ну, отчасти может быть конкуренция, но при этом, знаете, такое ощущение, как будто бы вы сами в эту конкуренцию не вовлекаетесь. Вам не, повторюсь, вам ничего никому не нужно доказывать. И это как будто бы этот пыл, он остужает, если можно сказать. Для вас на первом месте карта семья, дом, какие-то такие ценности традиционные, и вы в этом не хотите ни с кем там конкурировать, в принципе не хотите никакой конкуренции. А если, ну, вы не вовлекаетесь в конкуренцию, то потом, соответственно, как будто бы вот этот азарт какой-то у там человека пропадает. Дистанция.
О чем это? Станция. По поводу того, как они себя ведут, еще карта дистанции, оно тоже такое. Тут мне вообще показана женщина какую-то, которая вообще по барабану. Не знаю, что будет дистанция, не будет между женщинами. Я вот в общении, как будто бы у вас уже есть четкое знание того, кто вы и кто для вас важен. А вот эти какие-то манипуляции, тут с вами здороваются, на следующий день не здороваются. Вы это все уже проходили, вам это не интересно. Вот что-то такое. Как будто бы вы не даете никакой обратной реакции, поэтому сразу все какие-то пропадают, вот эти манипуляции даже. Так, а какую пользу ты можешь извлечь из этого? Связи, влияние, рост статуса. Так, странно, агрессор, алкоголь. Сад, наказание, мстительность, бог ты мой. Как это все читать? Ну, мне почему-то, знаете, идет такое даже в социуме ваше пофигистическое какое-то настроение по поводу того, как меня оценят, как меня воспринимают, оно у кого-то тут может сыграть злую шутку, девочки. Это о чем? О том, что тут кто-то может действительно тут... ну, даже, знаете, подобидеться на вас, если вы, ну, допустим, пример я привожу, да, у вас есть там какое-то непосредственно над вами там огромнейшее начальство, допустим, ну, карта социум, да, мне в голову так пришло. И тут, если вы там тупо проигнорируете какую-то то ли просьбу, да, у кого-то это замечание какое-то такое будет, я не говорю-то вам вскакивать при этом начальстве и отдавать там честь, или кланяться низко, или лепестки роз разбрасывать, да, перед человеком. Нет. Это совершенно другое. Это не нужно от вас никакого подхалимства, упаси Господи. Нет, тут другое. Тут говорят, как будто бы вы настолько можете себя показать какой-то такой, знаете, независимой. Может быть, женщиной, которая... скажем так, у вашего этого начальства может возникнуть в голове мысли, а вообще начальник тут кто, она или я? Ну, я пример привожу, да? Вот тут может быть карта мстительность со стороны каких-то людей, вот может быть вот такая затаенная обида. И потом в конце это может в какой-то, может, не очень приятный момент, да, это все выстрелить. Можете получить какой-то, знаете, такой нежданчик, да, вы рассчитываете на одно, там, элементарно вам нужно, допустим, от этого начальства что-то вам нужно в моменте услышать «да», а вам скажут «нет», и объективно вы не сможете понять, почему «нет», и как-то так все могут сделать. Это будет наказание и мстительность за ваше, ну, не знаю, что какое-то такое, как будто, повторюсь, такое вот то ли пофигистическое какое-то такое отношение, то ли как будто бы вы осознанно показываете, я не буду присмыкаться, я не буду тут, не знаю, слишком низко кланяться. Ну, как нюанс, я вас ни к чему не призываю, просто вас предупреждаю. Тут то, что показали... Может быть, для кого-то это важно. Так. То есть, как извлечь из этого пользу, связи, влияние, рост статуса? В данном случае вы можете, наоборот, себе как будто бы, ну, злую шутку такую себе вытворить, да? Может быть, стоит иногда быть более корректной и мягче. Я не говорю прогибаться, я не говорю там не отстаивать себя. Я просто говорю о том, что тут действительно вы можете какую-то как грань переходить, и кто-то может так воспринять это как, ну, неуважение даже, да?
Ну, вас, в принципе, призывают быть более хитрой. Насколько это вам нужно. Ну, женская хитрость. Но, говорят, для вас это, наверное, даже тяжело, трудно. Ну, говорят, благодаря вот этой какой-то, я не говорю изворотливость, я говорю хитрость, предусмотрительность, вам будет легче выходить из каких-то тяжелых ситуаций, из каких-то лабиринтов. Ну, понимаете, такое от этого всего расклада идет у меня впечатление, ну, слишком. И самодостаточная, слишком себе цену знает, хотя слово слишком, ну, при чем тут слишком? Ну, вот я говорю, как я это считываю. Ну, как вот единица самодостаточная, но при этом вы же в социуме по карте Сад контактируете с кем-то. Где-то, может быть, добавить какой-то мягкости, может добавить этого принятия, да, потому как мы все не идеальны. Так, связи, влияние. Вот это не могу понять, агрессор, это о чем? Угу. Причем тут алкоголь? Ну, знаете, тут вам первое тут показывают как-то так интересно агрессор, алкоголь. Я как это считываю, тут я доложила отшельник, трио. Давайте так, какую пользу ты можешь извлечь из вот этого восприятия, да, тебя, вас? Вы сами по себе тут довольно-таки мудрая женщина. И по карте отшельник даже ваша реакция не вестись на провокации, допустим, вот по агрессору, да, если там кто-то тут пытается в вас какой-то конфликт вовлечь, да, на свою сторону привлечь, где-то провокации. А по карте отшельник вы отдаляетесь, и это как совет, да, отчасти. Вам говорят, не вовлекайся, да, в это все. По карте отшельник у вас свой путь, своя дорога, свое призвание, и вы больше должны думать об этом. Правильно вы все делаете. А тут карта алкоголь, трио, сердце, ведьма ведающая. Ну, также вот пользу, какую из всего этого вы можете извлечь, если тут какой-то, ну, тут алкоголизм, праздные какие-то встречи, разговоры ни о чем, обсуждения, вот, сплетни. Вам говорят, не нужно вам до этого уровня опускаться. Вас, в принципе, особо, мне кажется, тут никто не пытается уже никуда вовлечь. Может быть, даже эти сплетни вам передадут через третьих лиц, но вас особо туда и не зовут, и вам не нужно, упаси Господи, туда опять возвращаться к этим людям, на этот уровень какой-то опускаться. Тут карта сердца и ведьма ведающая. Это скорее говорят о том, что у вас свой путь, своя дорога по карте ведающая, обладающая тайными знаниями. Скорее всего, вы для них будете еще интересны. Ваши знания, ваш взгляд какой-то со стороны. Ну, я не говорю тут экспертный, да, но в то же время тут мудрость ваша показана. И очень важно, кстати, для этих людей, которые вот могут, знаете, хитрить, юлить, могут быть такими, знаете, двойные стандарты. Но для них очень важно ваше мнение. А ваше мнение, карта сердца, это открытое сердце. Это в прямом смысле они знают о том, что вы искренне. Вот вы, может быть, мало говорите, но если вы говорите, то вы 100% для них это как искренне. Ну, что показали, то показали. То есть оставайтесь такая, какая вы есть. Тут довольно-таки ценная женщина. Единственное, если вы не хотите, тут карта наказания, мстительность, проблем, ну, в принципе, да, вот, то вам говорят, может быть, кое-где
с людьми, от которых вы, возможно, зависите реально, да? Вы должны быть более, наверное, хитрее, наверное, умнее, да, мудрее, вот как-то так. И тогда ваша жизнь будет легче намного складываться. Если вам это нужно, девочки, да, как-то так. И женское восприятие, оно часто основано на быстром сравнительном анализе статуса вашего, уверенности в себе, социальной роли, да. И все эти оценки, они формируются автоматически и могут усиливаться групповой динамикой. И где одна интерпретация быстро становится общей. То есть тут про вас узнали какую-то новую информацию, сообщают это дело, все обсосали, все, новый диагноз выдали вам, перевели вас в новую какую-то группу, подгруппу, да. И важно понимать, что ты не можешь полностью контролировать чужое восприятие, но ты можешь влиять на сигналы, которые ты транслируешь через твое поведение, границы, да, и устойчивость в контакте. И чем яснее твой внутренний образ, тем меньше он искажается этими внешними проекциями окружающих. Все, мои хорошие, удачи вам во всем. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.